Всем привет, с вами Ларикс, и мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И в прошлой серии у нас довольно насыщенные такие приключения выдались. Мы нашли браконьеров, которые занимались... чем они занимались-то? Устраивали бои с драконами. Вот, и мы одного спасли. Почему только одного? Потому что там много было в клетке. Ну, тут, видимо, какой-то самый такой важный был. И забрали яйцо. И, возможно, это девочка, а не мальчик. Вот, и чувствую, что этот дракон нам еще попадется дальше по сюжету. Где-то мы его должны с ним пересечься, встретиться. И это мы как раз и узнаем. Потому что Поппи нам... Ой, не туда. Не туда. Поппи нам написала, что надо какой-то отчет сделать. После спасения самки дракона из 2 браконьеров Поппи готова обсудить наш следующий шаг. Она хочет встретиться со мной в 3 метрах. Это понятно. Но, кстати, оно уже ближе, чем... Ну да, в 3 метрах это же вот здесь, я в Хоксмиде как раз. И хочет Нати с нами поговорить, точнее ее мать. Возможно, узнала о наших похождениях. Надеется, что ее мать не будет слишком строга, если буду участвовать в разговоре я. Так, ну ладно, начнем тогда с Поппи, потому что здесь, вот, да, 2 шага. Как раз, и будем дальнейшую судьбу яйца решать, видимо. У нас там еще на паузе как-то, я не понял, в каком-то зачаточном состоянии осталось. Так, ну это понятно. Основного сюжетного у нас пока задания нет, и что-то там с Себастьяном непонятно. То есть мы там поболтали с Оминисом, Себастьяном по поводу книги Салазара Слизерина. И как-то там все пока у нас подвисло. Так, 3 метра, это где-то же здесь. Кстати, зима уже в полном разгаре, уже так снежок наваливает, побольше стало, и, видимо, скоро Рождество, или уже началось. Потихонечку дома украшают. Интересно, а здесь на площади елку поставили? А эти бесполезные их встречи не опять отрастут. Так, где тут площадь-то? Вот здесь же, по-моему, была. Ой, еще тот, конечно. Сусанин. А, ну вот, да, дерево. Ну, либо Рождество еще не наступило, и это только так, чуть-чуть украсили. Да, скорее всего. Может, поставить где-нибудь елка-то должна быть. Такой центр, площадь Хоксмида. Мое будет. Так. Замок 3 уровень. Блин, 3 минуты. А с какой стороны-то зайти? Или здесь можно подняться? Сюда. Да в смысле сюда? Я снаружи еще. Ну, где-то в подвальном помещении, видимо. Главный вход. Здесь. Я вообще откуда зашел? Ты сразу на 3-й этаж, что ли, попал? Нам ниже надо. А, ну вот, я ж мимо побегал. Долбис. Так, что дают? О, булочки. Идите сюда. Alfred Lawley's none too pleased. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumours of your involvement. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behaviour. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check.
and if we can find her, we can return her egg. Так, мы узнали, что да, это самочка дракона. А как мы ее найдем-то? Нужно проведать ее. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Что скажем ей? Она все равно знает. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Ага, ну то есть, опять же, ожидайте, мы вам I'll say сообщим. it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Это нападение троллей. Так, ну ладно, с Поппи мы порешали вопрос. Ожидаем. Такая смелая девчонка, она, по-моему, на несколько курсов младше. Ну, где-то 2-й или 3-й курс. Мы-то уже 5-курсники. Так, ну давайте тогда с Нати поговорим. С ее мамой. Так, где у нас там здание? Разговор с матерью. Тут мы пока мету не можем использовать. В принципе, недалеко на метле долетим. Так, она где-то в этой башне. Как в нее попасть теперь? А, нужно здесь залететь. И оп. Пекс. Revelio. Где-то бзямкает. Вот я удачно тут приземлился. Капец. Каждый раз туда лазить. So frustrating. Какая досада. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But, Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus.
And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Ого, газель. Так, интересно, мы увидим, как она превращается. Я бы хотел. Как ты стала анимагом? Кстати, вот интересно, как они становятся анимагами? То есть, я так понимаю, что не всем дано, да? Как ты стала анимагом? Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Ой, необычный процесс. Целый месяц траву, листок держать. Я понимаю, что там мандрагора, это волшебные тут все эти растения, но это как-то, оно ж там не то, что за месяц, там за пару дней рассосется, нет? Ты выбирала свою анимагическую форму? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. То есть вон как оно бывает у них. То есть ты вот эти все испытания, так скажем, проходишь месяц, там листок держишь мандрагоры во рту, и еще и неизвестно ты кем станешь, да? А если там с хомячком? И чё толку? Не, ну, хомячком тоже быть прикольно, конечно. Что ты при этом чувствуешь? How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Другой ракурс. Ну, чуть ниже или выше? Наверное, выше. Хотя, какого роста газели? Аж как олень, наверное. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Мама, которая знает все. Возможно, твоя мама права. Твоя мама не должна нас остановить. Она не должна нас остановить. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Так, и все на этом, да? Ладно. Так, и что у нас дальше? Стая конкурентов. Так, ну давайте, наверное, сметай конкурентов, полетаем на метле немножко. Раз у нас больше нечем особо-то заняться. Пока все в режиме ожидания. Блин, она далеко находится. Карта мира. Куда тебя, мать, занесло-то? Нифига себе. Тут еще не бывали. Вот лишний повод побывать. Кинбридж. Здесь мы, по-моему, какое-то от Пеппина, да? За зельем каким-то летали, точнее. Покупали или продавали, что-то такое. Переместиться. Туда дальше мы не хожили.
Ну, побегаем, поизучаем что-нибудь. Айрондейл дальше находится. Пойдем. Вот к этой тете мы что-то прилетали тут. Отдавали ей. Likewise. What can I help you with today? Фатима Лаванг. Ага. What do you have for sale? Может What прикупить are у we нее? looking for today? Вот 4500 уже у нас накопилось тем временем. Что купить-то? Это мы все обычно. И это тоже мы по сотне. А вот может A пару fine choice. отварчиков возьму. Exactly what I would have Пусть chosen. будут. Так, ладно, побежали. Может, на какие-нибудь квестики набредем? Типа пасека, что ли? Пчелы здесь. Что где-то вжухает, понять не могу. Вдоль речки. My father used to enchant his hand. Южное болото у моря. Так, здесь у нас быстрое перемещение можно оформить. Так, бежина. О. Викот Спитчвик. Ты кто такой? What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. Nothing's safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. Она у меня была в единственном экземпляре, я случайно его использовал. Ну ладно. Извиняй, нет If you такого. can't defend yourself, you'd be better off staying out of their way. I'm not giving you charity. You'll be sorry. When Ranrock's loyalists come to take me away, you'll be sorry then. О чем я пожалею? If a Ты wizard жалей. can't count on someone in the wizarding community to help against goblins, what does it come to? Палочкой научись пользоваться. Так, порежьте пиройку. А где у нас тут? Revelio. Вылазь давай. Crucial. Confringo. Ну, нам болтающую надо. Не тот вид. Ладно. Так. Они там на меня еще зубы точат. Пока здесь что за вывеска? Extreme Danger. Экстремальная опасность. На дороге яички лежат, собирай, не хочу.
Так, она где-то наверху. Без метлы тут никак. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the second best Slytherin. I swear the fat lady was having them on. Poor thing had to wait till next Вторая day. метла Слизерина. My family loves going to the Quidditch World Cup. Вот сама Эмильда. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Остальные разбежались. What? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Серьезный соперник тебе нужен? Strong competition. Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. And do I care? No. I say I'm the best and that's all I need. So please, try to beat my record 5th year. And don't be disappointed when you lose. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Опять на пузырики лопать. Давай, 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 куда ты? Опять? Brilliant. Brilliant. Ай-ай, That блин. wasn't planned. Можно как-то по новой запустить задание. Как загрузиться с контрольной точки. Или по новой придется. Накосячили. Getting the hang of this. Ай. Now that's more like it. Made it. Тут, по-моему, чтобы уложиться, прям идеально, надо вот эти все пузырики лопать. Не косячить. О! Так, еще 5 колец. 4. Времени довольно мало остается. I'd say that was acceptable. А, нет, все-таки уложились. I've got this. Побили. А нам еще штраф наложили. Что одно кольцо пропустили, но все равно мы уложились. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Кто расстроился из-за твоего таланта? You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of our house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add,
Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Так, чтобы улучшить время, это будет у нас сложнее. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Ну, я тогда что-то пытался. Так, объявил. А, мы на втором месте. Можно, в принципе, еще разок попробовать. Потому что маршрут мы уже знаем. Может, лучше выйдет. Кто его знает. Brilliant. Excellent. There's no telling what lies in wait for me in there. Причем в самом начале сложнее оказывается, дальше полегче. При таких резких поворотов. I'd say that was acceptable. Brilliant. Ну да, как я и говорил, вот пропустили пару этих шариков желтых, но вот мы чуть-чуть не успели, буквально. Лучший результат 55, а мы за 58. Да. Ну, мы близки были, ладно. И мне кажется, это бесполезная затея, потому что ничего за это особо и не дают, никакой награды. Ну да, 58-55. Можно заморочиться, конечно, но это прям надо идеально трассу пройти. Тут даже в пятерке нет Эмильды. Так, теперь надо вернуться к Алби Уиксу. Мне удалось побить рекорд Эмильды на ее последнем летном испытании. Информация, собранная во время испытания, позволит Алби разработать новые обновления для Метео. Нужно вернуться к нему как можно скорее. Чтобы туда добраться как можно скорее, есть только один способ. Так, это у нас там... Где вот это так? Сметая конкурентов. Круголетка же сюда, да? Что-то я не то выбрал по заданию. Ай. Вот. Какие-то новые апдейты будут у нас для Метео. А что, это руководство не читал, что ли?
Магазин спортивных товаров «Круголетка». Этим магазином управляет любезный объявили. Здесь продаются всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метео. По городу ходят слухи, что Алби работает над рядом усовершенствований летных характеристик метео. Ага, не только продавец получается. Мистер Уикс, у меня хорошие новости. С помощью вашего улучшения мне удалось установить новый рекорд на Айрондейлском маршруте. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. Да что ж меня все футболят, никто со мной дел не хочет иметь. Здесь и сейчас, все на потом оставляют. Mr. Weeks and I do make a good team. Так, а может получится у нас как-нибудь задание найти по карте какие-нибудь? Так, потомство самой смерти. О, клюв. Хохолок, а мы там были? Это там модные товары. Каким меня странным маршрутом повела-то? Это Алиса местная. Ой. Told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle round here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough for that winged wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin. Yeah. Come on, I'll fix it. Always. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracle feather, it doesn't hurt. Вупер. А, это типа со всякими животными. Пурпурная жаба. Ты-то мне, кстати, и нужна. А тебя можно забрать? А это тварь нельзя спасти. Слушай, она такая красивая. У нас вон теленок есть, пушишка есть, и вот эта болтушайка есть. У нас нету вупера и вон той жабы. А может их купить можно? Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Duracle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. А, ну теперь мы знаем, как эти диреклы выглядят. Ну где их искать? Вопрос остается открытым. То, что у них вот эта вот способность, они исчезают. Самый удачный выбор товара. Seems like a poor choice of inventory. Surely that's obvious. You don't mind sharing your opinions, do you?
Despite the fact that we are a wizarding village, doesn't mean these things appear by magic. Takes a lot to round up these feathers. Don't get me started on thwoppers. Most of the suppliers of thwopper feathers may as well be living in St. Mungo's. Perhaps it was your dealings with Fruipers that led you to the precarious idea of stocking diracles. Oh, you are well and cheeky, aren't you? Don't worry, I don't mind. Never had a still tongue in my head either. And I'll have you know that it's my highest priority to ensure that all beasts are safe and well cared for. Right thing to do and good for business. Anyway, perhaps you should have a look around. Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Так, можно взглянуть на ваши товары. Что она продает? Она запчасти? What sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Она сами запчасти продает. Что у нее самое дорогое? Наверное, единорог, да? Ну, очевидно. Жабьи бородавки. То есть вот это все чудища, которых мы можем содержать и собирать с них всякое. Вот Диракла у нас нет. Вупера тоже нет. Драмарок. Это еще кто такой? Перо, гиппогриф. Гиппогрибов мы тоже не приручали. У нас их нет. Нюхлера мы тоже не видели. Есть теленок. Жмыра. А жмыр есть у нас? По-моему. Или есть. Не помню, как он выглядит только. Болтуршайка есть. Пушишка есть. Страп, по-моему, тоже есть. Жабьи бородавки, так понимаю, с этой пурпурной жабы. О. Купить можно только лунтеленка. Окей. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Ладно, теперь мы будем знать, что за магазин это. Площадь Хоксмида. Так. Парикмахерская это мы тоже знаем. Шапка-невидимка. Ну все. Карта мира. Вот так квестики мы не видим, да? Если у нас их в заданиях нет, то и на карте нет. Мадам Кагава. Может, вот это? Летные навыки возле вершины башни в Кинбридже. Ну может получится полетать здесь. Сейчас быстренько и выполним. Такая у нас летная серия получается. Nice to see you, my young friend. Я 4-то уже сбил, где-то 1 остался. Ну как? Пузырьки тут ускоряющие. А вот в какую сторону лететь вопрос? Ну ладно. Развернемся. И вот так пробуем. There we go. Ну, допустим. Есть какие-то шарики еще.
Они подсвечиваются. Ну, точнее, они другого цвета, синего. По заданию. Ну-ка, попробуем. That's it. Так, вернитесь к мадам Кагаве. Так, а у нас находится Хогвартсе же. Нет, ой. Хогвартс. Хоксмит. Где-то здесь она была. Да, все. Вспомнил. Welcome back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Специальное заклинание для Precise, квиддича. deliberate movements. Ай, промазал. Вот этим заклинанием, по-моему, в третьей части в «Узнике Азкабана» Дамблдор спас Гарри, когда тот упал с метлы, залетев слишком высоко и там встретив дементоров. Там, когда Гарри падал в самом уже внизу, он его, как бы, видимо, остановил с помощью этого заклинания. Гарри выжил. Так, арест моментом замедляет движение врагов и объектов. Чем больше цель, тем меньше эффект окажет на нее заклинание. Угу. Very good. I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave. Так, ну, можно его, кстати, использовать. А мне не нравится вот Левиос, вот ты хоть меня убей. Вот это еще более-менее замораживать, Глациус. Прикольно. Левиоса. Ну, просто аналогов вот этих вот это же то же самое, типа Левиоса. А это что-то новенькое. А, они прям парить начинают. Это очень похоже на то, что Гермиона в тайной комнате использовала во второй части. Когда там эти фикси-пикси из клетки профессор выпустил. Профессора не помню, как зовут. У него там такое замудренное Златопуст Локонс. Да, по-моему, так его звали. Там также они парили. Здесь же где-то можно было испытать, по-моему, сразу же. А, ну вот, на книжках типа. О, замедляет, да. И помню, кстати, что Гермиона произнесла, как заклинание это называлось у нее. По-моему, не это было. Ну да ладно. Так, это у нас тут это, вот эти вот шарики катать тут. Я как-то попробовал. Мне не понравилось. Там как-то сложнее, чем по сюжету было. Оно не сложнее, но времени много отнимает. Так. Угу. Список у нас уменьшился. Так, и с нами больше никто связываться не хочет. А может, на почту что-нибудь придет? Пришло, мы не читали просто. Да нет, все письма вроде открыты. Так, и основного, вы помните, профессора. Хранители. А, ну надо, кстати, с Уизли, да. Возможно, это вот как раз и дальше продвинет нас. Так, заберите страницу для руководства в подземной гавани. Страницу из книги трансфигурации средний уровень, которая находится в библиотеке. А что, нас проведут туда, нет? Ай,
карта хоть тю-тю-лю-тю. Так, теплицы. Класс зельеварения. Класс порицания. Центральный зал. Сейчас будем бегать по Хогвартсу, искать, куда нам надо. Где эти руководства находятся. Да е-мое, опять задание слетел. Ну, побежали. Пивс там опять развлекается. Ой. Ты чё, мать? Мерзнешь? Холодно тебе? Да, что только в Хогвартсе не встретишь. Подземная гавань. Oh. So this is the underground harbor. Птички покидать. Revelio. А где она блямкает? А, вот. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором Виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. А значит, вот где они паркуются. Значит, Гарри попал в Хогвартс именно через эту гавань? Какая-то она маленькая. Так, и надо еще в библиотеку, да, сбегать? О, там чемодан. Как я тебя не увидел сразу. Интересно, выплыть отсюда можно будет наружу? Ну-ка попробуем. Или нас просто не пустят? Да нет. Вполне себе. Ага, забраться я тут не смогу нигде. О, прикольно. Такой тайный проход в Хогвартс. Почему эту гавань в фильме не показывали? Ни в одной части ничего подобного не было, не показывали нам. Так, тут лифт. Так, а в библиотеку как нам попасть по-быстрому? Ладно, забежим здесь со входа. Эть.
wish someone would send me a love letter. Так, вот наша библиотека. Мы уже бывали. Какая лесенка маленькая, неудобная. Ну, кстати, да, похоже, что было в фильме. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Софрония Франклин. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Так, она хочет мне викторину устроить. Ладно. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Какое существо волшебное участвовало в Квиддиче до изобретения золотого снитча? Золотой снаджери. Это... Почему-то хочется вот это ответить. Ну, давай попробуем. The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? То есть раньше птичек использовали. А, ну это мы знаем. Феликс Фелицис. Если не ошибешься. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Квофл самый большой. Снич это вот типа золотой шарик. Блэджер это таким два обычных используют их типа как бейсбольной битой. Они сами там летают, а квофл перекидывают между собой. The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Но если вспомнить Гермиону, то, скорее всего, да. Она же частично в кошку превратилась. True. Actually, the answer was false. А, да? While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, Но как так? Она I с кошкой suppose this has стала. gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Прикольно. А что, может, еще попробуем? Давайте парочку вопросов. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Вот это вопрос. Какая правительственная организация была предшественником Министерства магии? Совет волшебников. Конфедерация? Ну пусть будет конфедерация, но Орден Мерлина вряд ли. Хотя вот что-то вот между этими двумя мне хочется прям ответить. Вот это более официально звучит.
Пусть она будет. The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? И драконы самые маленькие. Вот это вот я единственное, что знаю, вот этот знакомое название. Перуанский змеезуб, в глаз антипод, вот таких я вот не знаю. Пусть змеезуб будет. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! О, Though да. the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? А это прям на поверхности, да? У нас там памятник ему стоит. Эльфред Клейт Квинсинхоп. Мне кажется, вот этот. Энгист из Вудкрофта. Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Чего? Какое волшебное существо в результате скрещивания с упырем породило скрытня? Дамимаск я просто знаю. Вот этих Рунеспури Смеркут не знаю. Пусть будет Дамимаска. Так, скрещивание упырь и скрытня. Ну, Дамимаска подходит, то, что она такая скрытная. То есть она только ночью появляется. А упырь вообще не знаю, кто это такой. A demiguise. Yes! While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? Так кто такой этот Смеркут? Заклинание Патронус. Это у нас на этих дементоров. Отталкивающая с глаз пусть будет. The knockback jinx. Actually, the answer was the Patronus А charm. Патронус? The only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Подожди, стой. Дементоров, что ли, здесь вот это так Смеркутами называют? Или это другое существо, но тоже на Патронус? Странно. Кто издал закон элементарных трансфигураций? Ух ты ж, блин. Здесь уже наугад будем действовать. Гэмп. Пусть будет Лаверна де Монпороманси. Laverne de Montmorency. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of Okay. the principal Forest Gump. exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Как переводится дефис на Хогвартса? Не знаю, броду несуйся в воду. Спящего знака. Ну, знание истинного волшебства. Knowledge is the real magic. No. The answer was never tickle a sleeping dragon. Чего? In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Яйца через рот. Пусть будет Пепламба, хоть я и не видел, но Василиск точно нет, это змея у нас. Вы не спорю, я не знаю, что такое Пепламба мы видели, у них и яйца, в принципе, необычные, такие светящиеся. Пусть она будет. The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer Ну, was the не runes. спорю, я даже не знаю. кто According to Parselmouths, each of the runes paws 3 heads serves a different function. А The еще left head is the трехглавая. planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Где находится школа чародейства и волшебства Ильверморни? В тропических лесах Амазонки. Ну пусть будет на горе Грейлок. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Как называется самое мощное приворотное зелье? Эйфорийный эликсир. Пусть будет там Мартенция. Amatentia. That's the answer.
Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Дальше будут сложные, ну там уже это... Надолго, I don't have короче. time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. Можно будет к ней как-нибудь забежать, если будет I не put the скучно. book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Так, страница руководства. Книга «Трансфигурация», средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. О, надо посетить занятие трансфигурации. В течение дня. Как тут теперь выбраться-то? I'd die of embarrassment if my mother taught at Hogwarts. Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Книга прилетела. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Это же напоминалка, по-моему, да? Как у Невилла была. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. Так, новое заклинание. Куда бы тебя пришпандорить? А что оно дает-то? Придает объектам и врагам альтернативные формы. Это может потребоваться для решения головоломок или просто создания безобидных безделушек. Ну, как бы куда бы вот его, куда бы тебя вот. Ну, давай сюда поставим, этим мы пользовались. Попробуем. Я чувствую, в бою оно будет бесполезным, вот это более полезное. Но попробуем. Что-то новенькое. Так, надо поговорить с профессором Уизли. Но это мы уже сделаем в следующей серии. А это я буду заканчивать. С вами был Ларикс. Всем спасибо, всем пока. Увидимся, услышимся уже в следующей серии.